Часто случается такое, что приходит пациент на осмотр, ему назначают лечение, а в конце он спрашивает: «Доктор, а можно ли мне пить? Хотя бы рюмку?» Обычно при назначении лекарств употребление алкогольных напитков нежелательно, так как алкоголь часто извращает действие лекарственных средств и таким образом повышает их токсичность. В особенности напитки алкогольные усиливают эффект лекарств, влияющих на центральную нервную систему, вроде снотворных или седативных, и таким образом усиливают привыкание к ним. Что уж говорить о транквилизаторах или гормонах. Но для нас вопрос в том, можно ли совмещать алкоголь с травами или препаратами из трав. Как-никак у нас канал связан с китайской медициной. Мои немногочисленные постоянные зрители знают, что вот эти вот мои короткие видео связаны с трактатом Желтого Императора, потому что сейчас я занимаюсь его переводом. И это видео не исключение. В прошлом обзоре моем на одну из глав Желтого Императора говорилось о древнем алкоголе под названием Танье Лаоли. То есть отвар из риса или из бобовых продуктов и такое густое вино. И этот отвар, настойка, она в древности использовалась для лечения различных заболеваний. Это, знаете, как у вашего деда или бабули была такая настойка, которая помогала от 100 болезней, и от простуды, и от боли в суставах, вот что-то вроде этого. Так или иначе, этот отвар впоследствии повлиял очень сильно на развитие рецептуры, по-китайски фанзи, а также науки о настойках или алкоголе, по-китайски дзюцзи. В рецептуре алкоголь очень часто используется для обработки некоторых трав. Например, дихроя противолихорадочная. При обработке ее алкоголем уходят ее токсичные свойства. Также некоторые травы после прожарки алкоголем, у них появляются новые свойства, такие поднимающие. То есть лекарства становятся патагонными, они усиливают ян, поднимают энергию наверх. Но пока заострим наше внимание на дзюцзи, то есть о приготовлении настоек, потому что их нужно будет принимать вовнутрь. Настойка – это препарат, который приготовлен методом экстрагирования трав ликвором. В ликворе обычно содержание этанола – это 50-60% градусов. То есть это довольно крепкое пойло. Чтобы исправить вкус, часто добавляют сахар, кандис или мед. И есть 3 основных метода приготовления таких настоек в китайской медицине. Один из них называется дзинди, и это очень элементарно. Это буквально означает замачивание. То есть вы можете взять какие-то травы, замочить их в алкоголе, оставить их там на месяц или больше, размешивать, добавить уже меда или сахара. Вода может быть как холодной, так и горячей, в зависимости, опять-таки, от свойств, которые вы хотите получить. Это понятно. И следующее – это шэнлу. Сам процесс называется перколяция. И что перколяция из себя представляет? Она используется для получения активных ингредиентов из растений. Спирт пропускается через растения или части растений, в основном с помощью насадки сокследа. Самый известный вид перколяции, который вы все знаете, это приготовление фильтрованного кофе. При производстве спиртных напитков перколяция означает извлечение эфирных веществ путем вытеснения. Для этого используются цилиндрические сосуды из меди или керамики, сужающиеся к носику. Измельченные вещества помещают в перколятор между 2 ситами, а сверху наливают спирт. Топливо диффундирует и накапливается в течение нескольких дней вместе с растворимыми в спирте веществами, содержащимися в растениях. И третий метод называется хуйлю. Я так и не смог найти его русский перевод, потому что обычно почему-то переводят это слово как «рефлюкс». Я не уверен о точности такого перевода, но сейчас я объясню вам, что он из себя представляет. Значит, хуйлю – это такая установка для экспериментов. Чтобы ускорить некоторые медленные или сложные химические реакции при комнатной температуре, часто необходимо поддерживать кипение реагента в течение длительного времени. В этом случае требуется конденсационное устройство, чтобы пар непрерывно конденсировался в конденсационной трубе и возвращался в реактор для предотвращения потерь веществ в реакторе. Или иногда реагенты являются летучими,
Чтобы реагенты не улетучивались слишком быстро и не терялись, обычно на реакционный сосуд устанавливают трубку-конденсатор. Таким образом, пар будет поступать холодным обратно в реакционный сосуд. Так или иначе, становится понятным, что не столь важен алкоголь в китайской медицине, как совмещение алкоголя и трав. Самый известный пример, который вы можете все опробовать сами, конечно же, проконсультировавшись с вашим врачом или врачом китайской медицины в вашем регионе, это препарат Яо Тоннин Дяонан. Это ни в коем случае не реклама, хотя, конечно, хотелось бы, но вот этот препарат Яо Тоннин Дяонан, это как бы буквально переводится как капсулы, успокаивающие боли в пояснице. И некоторые компании выпускают капсулы, содержащие травы определенные, и вместе с травами выпускается также и алкоголь. То есть при приеме капсул трав вы все это должны будете запить настойкой. И почему же так? Само вино, алкоголь, способности его – это активизирование меридианов коллатерали, а также способность двигать кровь. Поэтому часто алкогольные настойки используются для лечения проблем, связанных с патогеном ветра, сырости и холода. И очень частый пример – это как раз-таки боли вследствие ревматизма. Ревматизм в китайском языке сохранил свое древнее название, называется лэйфэншибин. Фэнши буквально переводится как ветер и сырость, то есть болезнь вследствие ветра и сырости. Есть немало сведений о том, что вот эти травяные настойки, по-китайски яо дзёу, имеют положительное влияние на проблемы суставов. 它还有一个很大的，对于我来说啊，还有一个很大的好处，缓解了很多我的风湿性关节炎。因为呢，我很早的时候就得了风湿性关节炎，11岁，那个时候得了以后，严重到了一个什么程度呢？我躺在床上只能这样平平的躺着，连翻身都翻不了，所有的骨节都疼。哎呦，这个时候呢，当然也吃了各种药啊，后来。 就喝了一种药酒，对我的关节呀，还真的缓解了。 Конечно же, травяные настойки не рекомендуется употреблять детям, беременным, людям, у которых есть проблемы с сердцем, а также люди, страдающие гипертонией. На Западе все еще ведутся споры о пользе алкоголя на организм в малых количествах. Конечно, стоит помнить, что любой яд может быть лекарством, если его употреблять в малых дозах. Поэтому, я думаю, то же самое может относиться и к алкоголю. Самое важное – это не переусердствовать и знать, когда нужно остановиться. А с вами были записки китайского врача. Подписывайтесь, если вам нравится такой контент. Ударяйте в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И всего хорошего.